Флагманский кроссовер тоже обновляется. Причем флагман в самом спортивном смысле. Mercedes AMG GLE 63S. И теперь он тоже примерил рестайлинг. Недавно мы показывали вам обычный обновленный GLE, причем как в классическом кузове, так и в версии купе. А теперь перед нами хардкорная модификация AMG 63 с 8-цилиндровым мотором под капотом. Что же здесь нового? Сразу отмечу, что все изменения актуальны как для купе, так и для стандартного кроссовера. С вами Томас и Авточувство в 4К во весь экран и без купюр. Поехали. Начнем с новой решетки радиатора. Вертикальные ламели здесь выглядят по-настоящему массивно. По центру расположена огромная звезда Mercedes, она также идет с подсветкой, но только на тех рынках, где это разрешено законодательством, например в Северной Америке. Этот автомобиль оснащен пакетом Night Package, поэтому решетка радиатора здесь выполнена из темного хрома. Без этого пакета она была бы яркой. Я могу быстро показать вам разницу на примере GLS 63. Это, так сказать, его старший брат. И вот у него как раз стандартная решетка без пакета Night Package, то есть в обычном классическом хроме. Но вернемся к нашему GLE 63. Дизайнеры также обновили нижнюю часть бампера. И что типично для моделей AMG, здесь повсюду огромные воздухозаборники. Да, акцент тут сделан исключительно на охлаждении прижимной силе. Кстати, кузов окрашен в цвет «Зеленая Ирландия». Так что передаем огромный привет всем нашим зрителям из Ирландии. А еще на кромке капота теперь красуется фирменный герб AMG. Затем обратите внимание на новый дизайн оптики, который получила и версия AMG. Я специально ставил включенными указатели поворота в фарах, потому что на ярком солнце их отчетливый янтарный цвет виден гораздо лучше. В обычном режиме здесь горит дневной ходовой огонь. И вот вам подсказка, как их различать. У GLE светодиодные элементы расположены по горизонтальной логике, в то время как у флагманского GLS они установлены друг над другом. Что ж, давайте перейдем к профилю. Но секунду, вы тоже это заметили. Когда я подходил к машине, у меня закралась мысль. А капот точно плотно закрыт. Да, он закрыт как надо. Оказывается, этот зазор несет функциональную нагрузку. Он служит дополнительным воздухозаборником. Да-да, именно так утверждают инженеры. Кстати, эта фишка есть и на стандартных версиях кроссовера, а не только на AMG. И да, на заднем плане ребята из AMG устроили какой-то безумный перформанс с декорациями. Видимо, решили воссоздать атмосферу дискотеки 70-х. Надеюсь, вас это не слишком отвлекает. Добро пожаловать в психоделический шоурум AMG. Давайте сосредоточимся на самом автомобиле и его силуэте купе. Как я уже говорил, модель выпускается в двух кузовах – купе и классический кроссовер. И в этой топовой спецификации AMG многие клиенты выбирают именно версию купе, поскольку она выглядит еще спортивней. Интересный нюанс. Колесная база у купе на 6 см короче, чем у обычного кроссовера. Казалось бы, мелочь, но мне искренне непонятно, зачем идти на это в производстве. С точки зрения сокращения издержек это абсолютно невыгодно, но логика инженеров такова. Укороченная колесная база делает управляемость автомобиля более острой и поджарой, и для версии AMG в этом действительно есть определенный смысл. Общая длина автомобиля составляет 4,94 метра. Колесные диски здесь максимального диаметра, который только доступен, 22 дюйма. Вообще для GLE 63 линейка стартует с 21 дюйма, но у нас установлены 22-дюймовые колеса, а также опциональные карбон-керамические тормоза с огромными суппортами золотистого оттенка. Выглядит монументально, тут не поспоришь. А вот и любопытная мелкая деталь. Крышка бензобака. Само собой, это не базовая комплектация, а опция. Перед нами эксклюзивная крышка заливной горловины от AMG. Посмотрите на нее. Было бы здорово, если бы они сделали такую вещь стандартным оснащением, чтобы не приходилось выбирать ее отдельно в конфигураторе. Что касается задней части, то купе во многом сохранило прежний узнаваемый силуэт. Однако внутри задних фонарей теперь появились трехлучевые звезды. Это новая фишка. Вот, к примеру, отлично видно, как работает указатель поворота. Но главное различие кроется здесь. Вся плоскость крышки багажника окрашена в цвет кузова, и если бы перед нами была классическая версия кроссовера, то между фонарями красовалась бы огромная черная глянцевая планка. Элемент, знакомый нам по электрокроссоверам линейки EQ и новому GLC. Сейчас это называют частью современного языка дизайна. Но, как по мне, вариант на купе гораздо симпатичнее. Пространство между фонарями должно быть цвет кузова, вам не кажется? Ну или делайте сплошную световую полосу. Зачем лепить сюда жирный черный пластиковый брус? Хотите, покажу, как это выглядит вживую? Благо у нас тут стоит GLS 63. Да уж, запутаться во всех этих GLC, GLE и GLS проще простого.
Кстати, этот великан выглядит монументально на своих 23-дюймовых дисках. Максимум, что можно заказать для GLS-63. И вот точно так же с этой огромной черной плашкой во всю корму. Теперь выглядит и обычный обновленный GLE-63. Не знаю, я от этого решения не в восторге. А как вам? Напишите в комментариях. Кстати, еще одно отличие по оптике. У флагманского GLS сзади горят по 3 фирменные звезды в каждом фонаре, а у моделей GLE по 2. В базовое оснащение входит пневмоподвеска, она здесь адаптивная. Когда вы разгоняетесь быстрее, кузов автоматически прижимается к земле. В режиме спорт ее характеристики смещаются в сторону максимальной собранности, а в режиме комфорт автомобиль логично становится мягче. Задний привод? Нет, здесь всегда полный привод Fomatic Plus, но с ярко выраженным заднеприводным характером. Тяга распределяется полностью перманентно и вариативно. Система сама решает, на какую ось и в каком процентном соотношении отправить крутящий момент в данную секунду. Перед нами патрубки выхлопной системы, которые из-за пакета Night Package тоже покрыты темным хромом. И как мы можем видеть, это наша фирменная рубрика «Бутафорский выхлоп» разносится гулким эхом по этой открытой белой студии ванной. Да, инспекторы нашей рубрики крайне недовольны увиденным. За такое точно положен штраф. Потому что настоящие трубоглушители спрятаны глубоко под бампером. Разработчики утверждают, что они серьезно поработали над тембром выхлопа. К сожалению, заводить машину нам сегодня строго запрещено, поскольку здесь установлена не финальная прошивка блока управления двигателем. Так что послушаем его в деле уже совсем скоро, на официальном ездовом тесте. Но пока давайте заглянем под капот и поговорим о силовом агрегате. Итак, продолжим. Главная головная боль автопроизводителей сегодня – новые экологические стандарты, из-за которых приходится снижать уровень вредных выбросов. При этом клиенты требуют, чтобы показатели мощности оставались на прежнем уровне. В итоге при обновлении стандартной линейки GLE абсолютно все двигатели перевели на систему мягкого гибрида, если у них ее еще не было, а также добавили функцию кратковременного увеличения крутящего момента. Здесь же крутящий момент остался неизменным – внушительный 850 ньютон-метров. Мощность 612 лошадиных сил. Вот они параметры нашего 4-литрового V8 битруба. И по традиции AMG он собран вручную. Взгляните на эту декоративную крышку. Разгон с 0 до 100 км в час занимает прежние 3,9 секунды. Да, все динамические характеристики остались точно такими же, как у дорестайлинга. Но инженеры признаются, что это далось им с огромным трудом. Двигатель был серьезно модернизирован. Одновременно уложив мотор в жесткие эконормы, оказалось то еще головоломкой. Еще тут, судя по всему, добавили дополнительную шумо- и виброизоляцию, отдельные элементы слева и справа. Да, под капотом всегда куча интересных технических нюансов, а вот эти элементы, как вы понимаете, установлены для повышения жесткости передней части кузова на кручение. Мне уже не терпится сесть за руль. В прошлый раз мы тестировали дорестайлинговый 63 в горах, среди глубокого снега. В этой полупустой студии, конечно, жуткое эхо. Но зато здесь идеальный чистый фон, чтобы во всех красках презентовать вам этот автомобиль. Как вам такой цвет кузова? Ну а теперь, само собой, пришло время оценить интерьер. Но прежде еще одна ремарка по поводу ходовой части. В стандартное оснащение входит не только пневмоподвеска, но и активная система подавления кренов. Это действительно интересная технология. Кузов автомобиля всегда сохраняет строго горизонтальное положение, хотя все, конечно, зависит от выбранного режима движения и алгоритмов работы пневмы и стабилизаторов. Наш экземпляр дополнительно дооснащен доводчиком дверей. Срабатывает мягко, просто магия. И снова привет к пакету Night Package. Обратите внимание на эту окантовку из темного хрома. А вот так выглядит ключ. На нем наклейка «Золь». По-немецки это означает «таможня». Возможно, это как-то связано с транспортировкой машины на съемки в Испании или куда-то еще. Точно, не знаю. Но главное, на самом ключе красуется фирменный логотип AMG, посмотрите. Наклейку таможни вы, само собой, при покупке не получите, если только очень не попросите. Может мне открыть свой интернет-магазин с такими наклейками? А теперь фирменный звук закрывания двери. Да, здесь есть доводчики, но мы все равно обязаны его послушать. Звучит очень сочно и породисто, даже несмотря на эхо. Отлично. Вы, кстати, знаете, как подобные студии называются по-немецки? Это Hohlkeller. Как бы это точнее перевести? Что-то вроде пустой коробки или бесшовного пространства. Не уверен, есть ли в других языках прямой аналог, но в немецком такая фотостудия зовется именно Hohlkeller. Вот вам лучший урок немецкого на сегодня. Верхняя часть дверных карт получила мягкую отделку, а вот снизу у нас жесткий пластик, причем даже внутри дверного кармана. Там остался лишь простенький резиновый коврик на дне. Далее классический блок управления стеклоподъемниками. Регулировка сидений расположена на двери,
включая настройку длины подушки. В базе уже идет аудиосистема Бурмистер, и ура! Здесь физические кнопки вентиляции и обогрева кресел. Обожаю такое решение. Также здесь установлены боковые подножки, светящиеся накладки на пороге с надписью AMG и фирменные коврики. А вот и мой любимый руль. По бокам здесь цепка микрофибра, а верхняя часть отделана карбоном. Выглядит очень круто. Ну и куда же без огромных подрулевых лепестков переключений передач. Они обеспечивают отличную обратную связь. И да, встречайте возвращение настоящих флажков и роликов, как их называют Mercedes. Слева и справа теперь расположены полноценные физические переключатели. Например, справа регулировка громкости, а слева управление круиз-контролем. Так что здесь немцы явно прислушались к отзывам клиентов. Кстати, теперь для заказа доступно рулевое колесо с полной отделкой искусственной кожей Artico, а вот сиденья версии MG63, увы, предлагаются исключительно с отделкой из натуральной кожи. Обычно модификации AMG могут щеголять вставками из микрофибры по центру, но, к сожалению, не в этот раз. И дело вовсе не в том, что головной офис в Штутгарте пожадничал. Руководство как раз хотело внедрить этот эко-вариант. Но локальные рынки, которые непосредственно занимаются продажами машин, заявили, что им это не нужно. Итак, при моем росте 1,89 м опущено ли кресло в самое нижнее положение? Да, опущено, и как видите, запас над головой здесь впритык. Но такова специфика кузова купе, ничего не поделаешь. Зато у нас есть панорамная крыша, которая входит в стандартное оснащение. И что важно, ее все еще можно открыть. На современном автомобильном рынке такое встретишь редко. Для купе-кроссовера она действительно внушительных размеров. Выглядит очень эффектно. Верхний блок освещения получил контурную подсветку. Определенно красивая деталь. И должен сказать, что руль здесь идеального размера. Вы наверняка помните по нашим тест-драйвам за последние 2-3 года, что настройки рулевого управления Mercedes заметно улучшились в сторону спортивности и прогрессивности. Так что рулить ими теперь одно удовольствие. Даже Лия недавно это признала. Настоящее святотатство. Лия тут заявила, что, по ее мнению, рулевое управление Mercedes сейчас настроено лучше и точнее, чем у BMW. Для баварцев это, конечно, удар ниже пояса. И вот ты берешься за этот руль, смотришь на него, чувствуешь его текстуру и думаешь, все, погнали кататься. Что же нового у нас в кокпите? Разумеется, экраны, точно такие же, как и на стандартных версиях GLE. Раз, два, три дисплея. Всю эту конструкцию немцы называют суперскрин, хотя здесь и присутствуют массивные черные рамки. Экран для переднего пассажира. Честно говоря, не знаю, кому действительно захочется им пользоваться, но такая опция здесь есть. Также очень стильно выглядит дефлектор обдува в новом дизайне. Круглый по бокам и прямоугольный по центру. Кстати, центральная часть напоминает морду какого-то монстра, вам не кажется? Ну, знаете, когда чудовище делает вот так и собирается сожрать вас живьем. Но кликают они приятно. Так что я могу полностью контролировать пасть этого монстра. Звук фиксации здесь и правда классный. И вот за что стоит ценить GLE. Здесь все еще остался физический блок климат-контроля, и снова с приятным тактильным щелчком при нажатии. А ведь у нас сейчас столько новых моделей Mercedes, где от этого решения полностью отказались. Селектор коробки передач на привычном месте, драйв, реверс, паркинг. Все переключается максимально просто. Кнопка запуска двигателя тоже здесь. Центральная консоль здесь также обновилась. В нашем случае она получила отделку из углеволокна, которая продолжается и на передней панели. Это отличное решение, ведь карбон значительно сокращает количество маркового глянцевого рояльного лака. Им отделан даже этот поручень. Но не забудьте обратить на это внимание, когда будете собирать машину в конфигураторе. На этом месте раньше был тачпад, который они внедрили когда-то давным-давно. Не уверен, что люди действительно им пользовались. Напишите в комментариях, если это так. Лично я, когда ездил на Адоре и Стайлинге, к нему вообще не прикасался. Потому что управлять мультимедиа с его помощью на ходу было слишком неудобно из-за размытого отклика. Здесь же находится селектор режимов движения. Вы можете переключиться в комфорт или спорт. Кроме того, в мультимедийной системе появились новые варианты визуализации для каждого из индивидуальных режимов вождения. Эту шторку впереди можно сдвинуть, она довольно массивная. Под ней скрывается беспроводная зарядка и два альтернативных разъема USB-C. Рядом расположены адаптивные подстаканники, правда бутылки они держат не слишком плотно. Зато здесь вы можете охлаждать или подогревать свои напитки. Это классная фишка, о которой разработчики всегда заботятся в семействах GLE и GLS. Почему? Дело в том, что GLE и GLS собирают в США, на заводе в Таскалузе, штат Алабама. И мне всегда приходит в голову мысль, погодите-ка, европейским клиентам обычно дело нет до горячих или ледяных напитков в пути, а вот для американцев это критически важно. Пневмоподвеска идет в базе. Управлять ей можно прямо отсюда.
принудительно приподнять кузов или наоборот опустить. Далее подлокотник с распашными створками. Внутри прячется еще один зарядный порт USB-C и приличное количество свободного места. Вот смотрите, здесь есть простая съемная перегородка. Но при желании ее можно вообще убрать. Иногда я ее использую, чтобы класть туда обычные ключи от дома. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение. Что вы думаете об этой новой горизонтальной архитектуре с раздельными экранами? Ведь это очевидно самое заметное изменение в салоне GLE. Кстати, панели очень аккуратно подогнаны к бардачку. Он открывается плавным движением вниз. Еще вы можете докупить фирменный ароматизатор воздуха для салона. Конкретно в этой машине его сейчас нет. Это еще одна опция из разряда тех, про которые думаешь, о, можно было бы взять. Но реальной необходимости в ней, честно говоря, нет. Так что тут все индивидуально. И еще раз взгляните на этот великолепный панорамный обзор. К слову, в очень жаркий день вы можете полностью закрыть эту стеклянную крышу плотной солнцезащитной шторкой. Одна из моих любимых фишек здесь – это безусловно великолепная отделка потолка микрофиброй по всей площади. Обожаю такое. Солнцезащитные козырьки тоже и обтянуты. Очень круто. И конечно со встроенной подсветкой. О, секундочку. Огромный привет нашим коллегам с канала The Straight Pipes. Ведь они тоже всегда обращают внимание на подобные вещи. Парни, здесь двойные солнцезащитные козырьки. Шикарно. И все в микрофибре. Из-за этого мне еще больше непонятно, почему микрофибра, которая тут затянута буквально все вокруг, так и не добралась до сидений, где она нужнее всего. И снова взгляд с места водителя. Обратите внимание на настоящие флажки на руле. При этом сама панель здесь все равно емкостная. На нее можно нажимать, это работает. Но можно и вращать этот селектор, чтобы переключиться на другой. О, вот это я понимаю. Брум-брум-брум, да, то, что надо. А с правой стороны находится выбор режимов движения. Правда, я не совсем уверен, зачем нужно нажатие. Если я утапливаю центр шайбы, ничего не происходит. Так что этот элемент рассчитан только на вращение. Но чисто теоретически нажимать кнопки и экранчики можно с обеих сторон. Теперь посмотрим на цифровую приборную панель. Выглядит любопытно, потому что в этом ездовом режиме шкалы как бы развернуты внутрь под углом. Погодите-ка, оно вообще должно так выглядеть? Понимаете, о чем я, ребят? Да, интересное кино. Так что с вашими глазами все в порядке, не переживайте, это просто такая задумка. Впрочем, вы можете переключиться на более современный лаконичный вид. Хотя лично я предпочел бы классические аналоговые шкалы, если бы они отображались прямо. Без этого наклона. Ладно, ну и само собой, можно вывести карту на весь экран. И пара слов об основном дисплее мультимедиа, не смущайтесь. Прямо сейчас здесь отображается интерфейс от Electrocar EQS. То есть это еще не финальная версия программного обеспечения. Но зато отлично видно, что когда я меняю режимы движения, все параметры автомобиля подстраиваются соответствующим образом. В остальном здесь вполне привычное домашнее меню. Выглядит оно вот так и работает действительно шустро. Интересный нюанс. Разработчики полностью переписали саму архитектуру системы. И если вы включите штатную навигацию, то в ее основе теперь лежат карты Google Maps. Хотя визуальный интерфейс по-прежнему оформлен в фирменном стиле Mercedes. Это любопытно. Важный момент, касающийся закона об обязательном предупреждении превышения скорости. Нажимаем сюда, и акустический сигнал превышения лимита, а также систему контроля усталости Attention Assist, которая твердит: вы устали, сделайте перерыв, можно отключить. Но для этого всегда требуется сделать минимум 2 клика. Впрочем, здесь еще осталась возможность просто нажать и удерживать вот эту кнопку. Регулировка громкости, отлично. Сейчас я делаю это с помощью клавиши на руле. И вот мы снова в психоделическом клубе AMG. Для электронной музыки самое то. В аудиосистеме Burmester теперь появился специальный интенсивный режим. Это реально круто. Я даже чувствую бас ногами. Прямо здесь, на водительском месте. Очень породистый звук. Акустика тут просто топовая. И как я уже сказал, теперь она великолепно справляется с электронными треками. Перейдем к заднему ряду. Верхняя часть задних дверных карт тоже получила мягкую отделку, что радует. Кстати, двойного остекления здесь нет ни спереди, ни сзади, но сами стекла довольно толстые. Я сейчас вам это продемонстрирую.
Так что даже сзади они весьма приличной толщины. Прямо толстенные, йоу. Для задних пассажиров предусмотрен подогрев сидений с отдельной кнопкой на двери. Это приятно. Но в нижней части двери мягкой отделки нет. Крепления Isofix расположены на крайних местах. А были ли у нас крепления Isofix на переднем пассажирском кресле? Нет, не было. Так что Isofix здесь только сзади. Еще мы можем откинуть вот этот центральный подлокотник. Подстаканники снабжены адаптивными фиксаторами. Также отсюда можно открыть лючок для длинномеров. А вот изменить угол наклона спинки или как-то ее отрегулировать, увы, нельзя. Как тут обстоят дела с местом над головой, учитывая, что это купе? Что ж, обивка потолка в этом месте уходит вверх, пространства вполне хватает. В ногах запас тоже приличный, впрочем, машина сама по себе огромная, так что по-другому и быть не могло. Правда, сидишь довольно низко, из-за чего тело как бы заваливается назад. Да и угол изгиба в коленях, скажем прямо, не самый оптимальный. Но в целом свободного места достаточно. А вот набивка заднего дивана, особенно у спинки, на ощупь очень жесткая. Сзади классная контурная подсветка. И декоративные панели здесь опять же выполнены из углеволокна. По центру для задних пассажиров предусмотрены два разъема USB-C. А еще здесь есть отдельный блок климат-контроля с раздельной регулировкой для левой и правой зоны. Так что с премиальным функционалом тут все в порядке. По центру все еще пролегает массивный тоннель. С точки зрения эргономики посадка на втором ряду далеко не идеальная, но запаса пространства вам точно хватит. Кстати, огромное спасибо за вашу постоянную поддержку, и мне будет особенно приятно, если вы также тепло будете поддерживать моих коллег, когда Брайан или AJ выпускают свои видео. Для меня это действительно очень важно. А теперь перейдем к багажнику купе. Поместится ли туда хоть что-то, учитывая скошенную корму? Что ж, прежде всего, чтобы его открыть, нужно нажать на эмблему, и она перевернется. И вот это, кстати, может быть одной из причин, почему дизайнеры так и не смогли внедрить ту самую черную глянцевую планку на купе. Отлично, открываем багажник. Здесь установлена довольно интересная полка. У нее складной механизм, а при необходимости ее можно полностью снять. Под ней открывается весьма внушительное багажное пространство. Ширина проема составляет 1 метр 10 сантиметров, то есть больше метра, что очень прилично. Теперь глубина. Здесь у нас 1 метр и 15 сантиметров. Под фальшполом тоже есть свободное место, возможно туда даже поместится запасное колесо. Что касается высоты, то здесь, конечно, сказывается конструктивное ограничение кузова. В самой высокой точке она составляет почти 73 сантиметра. У классического кроссовера линия крыши была бы прямее, а здесь мы имеем явный лимит при погрузке крупногабаритных вещей. А теперь моя традиционная фитнес-разминка на сегодня. Я могу дотянуться вот так, потом вот так и вот так. В итоге максимально полезная длина при сложных сидениях составляет около 1 метра 90 сантиметров. И если вам интересно, какой этап съемок отнимает у нас больше всего времени, то это как раз замеры и демонстрация трансформации салона. Дело в том, что мы снимаем это длинным кадром без клеек. Плюс в машине всегда минимум 4 кресла, а если это трехрядная модель, работы еще больше. И не забывайте, что мы делаем этот процесс трижды. Сначала для англоязычной длинной версии, затем для наших немецких фанатов на немецком языке, а после адаптируем под вертикальные форматы для YouTube Shorts, Facebook, Instagram и TikTok. Так что в итоге мне приходится повторять эту процедуру аж по 4 раза, исключительно ради того, чтобы оставаться максимально искренним с вами и охватить как можно больше зрителей из разных стран, говорящих на разных языках. Мы всегда стремимся дать вам лучший контент. Это наш главный приоритет – сделать все в лучшем виде для вас. Все остальное вторично, включая порой наше собственное самочувствие. Да уж, Лия прекрасно понимает, о чем я. Иногда мне буквально приходится мотивировать ее. Ну я надеюсь, вы видите, что мы по-прежнему искренне кайфуем от своей работы. Знаете, солнце уже начало садиться. И теперь в наступающих сумерках рисунок задней оптики с этим новым дизайном в форме трехлучевых звезд виден гораздо отчетливее. Теперь о ценах. Официальные прайс-листы на рестайлинг еще не опубликованы. Однако дорестайлинговая версия MG63 стоила от 140 тысяч евро. Так что думаю, за обновленную модель попросит минимум 150 тысяч. А если взглянуть конкретно на этот экземпляр, то он под завязку набит опциями. Здесь стоит даже фирменная крышка бензобака от AMG. С таким набором цена легко улетит ближе к 200 тысячам евро. Само собой, это баснословно дорого, тут и спорить нечего. Тем не менее, мне уже не терпится узнать, как эта машина едет. Я отлично помню, до рестайлинг он управлялся просто великолепно. В качестве чуть более доступной альтернативы можно рассмотреть 53 версии, тоже отличный вариант.
Они теперь доступны как в формате мягкого гибрида, так и в модификации с полноценным подзаряжаемым плагином, так что выбор есть. И мне бы хотелось узнать у вас, какой тест-драйв вы хотите увидеть первым? Ходовые испытания этого обновленного 63S или полноценный ездовой обзор рестайлингового гиганта GEL S63? Пожалуйста, проголосуйте за свой вариант в комментариях. Ну а теперь кликайте по ссылкам и смотрите другие наши обзоры моделей AMG.